Анализ, обзор, прогноз криптовалют. На фоне обсуждения запрета криптовалют в России и их регулирования, Binance уже сейчас дает недвусмысленные намеки на то, что он будет сотрудничать с властями и будет предоставлять всю необходимую информацию, какой бы она ни была. В России еще даже не определили конкретных мер и требований, а Binance уже заявляет о том, что мы будем в тесном сотрудничестве с правительством России. А все потому, что данная криптобиржа Binance планирует экспансию в России. И это заявляет директор платформы по Восточной Европе, куда входит как раз таки и Россия. Его зовут Глеб Костарев, и по его словам важна не только Россия, но и ее влияние на ближайшие страны, такие как Украина, Казахстан и Узбекистан. В этих странах более лояльно относятся к криптовалютам и делают шаги в сторону либерализации, а не ограничения. Но местные регуляторы предпринимают эти шаги с оглядкой на Россию. И вот это очень важная его фраза. Наша цель – получить лицензию и вести легальный бизнес там, где позволяет законодательство. И я думаю, чтобы получить лицензию Binance в России, для этого нужно будет предоставить всю необходимую информацию в полном объеме о россиянах, которые зарегистрированы на данной криптобирже. Почему Binance так важен? Все потому, что эта биржа является самой крупной в мире. Стоит только посмотреть на дневной объем всех торгов. Вот еще одна статья на эту же тему. Здесь приведены еще дополнительные слова, которые он говорил в интервью. Россия, где по данным Центрального банка годовой объем транзакций с криптовалютой составляет около 5 миллиардов долларов, имеет стратегическое значение для Binance. Естественно, предложение Центробанка о запрете они оценивают как слишком жесткие. Они подобные высказывания и доклады рассматривают как приглашение к диалогу с регулятором. То есть даже такие серьезные ограничения и жесткий контроль они готовы обсуждать и предоставлять всю необходимую информацию. Но это уже не первые шаги в сторону России. На днях выходила новость, криптобиржа Binance расширила присутствие в России. А конкретно там произошли несколько назначений. На должность директора в России и СНГ назначили Ольгу Гончарову, которая до этого 7 лет возглавляла департамент сбора и обработки отчетности в Банке России, в том самом Центробанке, который собирается запрещать криптовалюты. Вполне вероятно, за 7 лет она уже наработала какие-то знакомства и по звонку, без каких-то судебных решений, могут предоставляться все необходимые данные. Также на должность директора Binance в России назначен Владимир Смеркис. Ранее он работал в Mail.ru Group, которые были также замечены на работе со спецслужбами, в частности предоставление информации из соцсети ВКонтакте. Поэтому стоит хорошенько подумать и взвесить все за и против при решении, торговать ли на бирже Binance. Лично я торгую именно на ней в данный момент. Что касается удобства, здесь к ней вопросов нет. Но что с ней будет в плане регулирования и законности их действий после того, как примут соответствующие документы в России, здесь возникают сомнения. Я не призываю уходить с этой биржи, но каждый должен решать сам. А вот обновления, касающиеся как раз-таки регулирования криптовалют в России. Правительство России подготовило дорожную карту по регулированию операций с криптой. С ней согласны практически все, кроме Банка России, Центробанка. Они продолжают гнуть свою линию и топить за полный запрет. А согласны Минфин, Минэкономразвития, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, налоговики, Минцифры. Все они готовы поддержать предлагаемые шаги по регулированию. И в частности к маю предлагается проработать атрибуты и функционал системы комплаенс-контроля за деятельностью организаторов, операторов и клиентов P2P платформ и иных систем, в том числе провайдеров услуг виртуальных активов. Это к маю. То есть определиться, как будет осуществляться контроль. Второй пункт – доработать положение регуляторно-ограничительного режима деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, определить статус участников рынка и порядок их деятельности, а также выбрать орган, который будет надзирать за этой сферой. То есть все сразу они не будут следить, будет конкретный орган, который уже будет делиться информацией со всеми остальными. К ноябрю планируется перенести требования межправительственной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег ФАТФ в части виртуальных активов в систему регуляторно-ограничительных мер. К концу года, к декабрю, разработать механизмы регистрации и отчетности организаций, через которые проходит обращение виртуальных активов в России. Как раз таки к концу года тот самый Binance должен будет зарегистрироваться и уже будет понимать форму отчетности, если хочет, чтобы через него проходили те самые
виртуальные активы в России. Затем они хотят определить ответственность за преступления с использованием криптовалют. Планируется ввести как административную, так и уголовную ответственность за уклонение от декларирования сведений об операциях с криптовалютами. То есть могут завести на тебя уголовку, если ты просто не сообщил о том, что у тебя есть криптовалюта. И ведь ты ее не украл, ты просто не рассказал о своей криптовалюте. И кроме того, использование криптовалют должно стать отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, отнесенных к подследственности Следственного комитета. То есть если ты не рассказал о своей крипте, а еще и вдруг перевел кому-то, использовал ее, то могут пару лет еще накинуть. Следующий пункт – сформировать механизм проверки достоверности предоставляемых сведений о владении криптовалютами. Но это уже больше как раз-таки работа с Binance, потому что конкретный человек может сказать, что у него всего лишь там 1 эфир, а на балансе будет лежать 10 битков, 100 эфиров. Как проверить? Никак. Только брать информацию с бирж. Следующее. Доработать законопроект об информировании о фактах обладания цифровой валютой и операциях с ней. Но это уже будут они смотреть по ходу. Какие у них будут недочеты, какие будут изъяны, и будут дорабатывать, включать поправки. Ввести административную ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов и нарушение правил совершения сделок с ними, а также за организацию незаконного приема криптовалют. Но это, я так понимаю, уже существует запрет, чтобы принимать крипту в оплату, но наказания по факту никакого за этого нет, и вот они планируют его ввести. Ну, хоть не уголовка. И последний пункт – определить порядок идентификации клиентов операторов обмена криптовалют. Участники рынка, которые попадают под требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, должны будут направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми активами. Я так понимаю, что это касается тех, на кого уже наложены какие-то ограничения на их счета, и если вдруг они, помимо рубля, будут как-то использовать в жизни криптовалюты, они должны об этом сообщать в Росфинмониторинг, в тот самый орган, который и наложил на них запрет, как бы доносить сами на себя. Кроме того, правительство планирует разработать методику оценки стоимости криптовалютных активов, что в принципе неплохо было бы сделать, в числе первых пунктов, с учетом даже, как они заявляют, высокой волатильности. Также планируется провести актуализацию классификаторов видов экономической деятельности, а также проработать вопрос о том, применим ли к площадкам по обороту криптовалют федеральный закон 236 ФЗ о деятельности иностранных интернет-компаний. Он подразумевает их непосредственное присутствие в России с обязательным открытием филиала. Но я думаю, Binance побежит это делать в первых рядах. Напомню, что этот закон действует с начала этого года, и пока никто не торопится его выполнять. А по сути, такие офисы должны открыть как YouTube, Twitter, Meta и в принципе все компании, которые зарегистрированы не в России, но при этом имеют аудиторию из России больше 500 000. Также не забыли и про майнеров. Тариф на электроэнергию для майнеров должен быть как для юрлиц. Но это движение в сторону уже приравнивания майнинга к бизнесу. Если ты занимаешься майнингом, то есть это твой бизнес, поэтому и тарифы на электроэнергию как для юрлиц сделать было бы логичным. Еще раз повторю, я не призываю удаляться и уходить с Binance. Каждый решать должен сам. Но в скором времени, в ближайшие месяцы, ближайший год, я думаю, работа Binance и правительства России будет намного теснее, намного они будут ближе, чем когда-либо. Ну а мы давайте пробежимся по статистике, которая обновилась сегодня, и посмотрим график биткоина. За сутки у нас подросли шорты на 12,5%, лонги немного подросли на 1,5%, индекс страха и жадности немного подрос, по-прежнему в экстремальной зоне. Вчера было 20, сегодня 24 цифра. И стоит отметить, что движение данного индикатора очень похоже на то, как он двигался летом. Даже по продолжительности уже сопоставимое значение. Также мы резко спустились примерно на эти уровни, проторговались, показали позитив, снова проторговались в негативе и резко выскочили наверх вместе с резким ростом цены. Сейчас очень похожая ситуация, резко провалились, проторговались на низких уровнях, показали позитив, опять внизу. И что будет дальше? Большой вопрос, повторит ли историю данный индикатор. Было бы неплохо. Не может же он вечно находиться в экстремальном страхе. А вот следующие два показателя говорят о том, что страх быстро уходит.
На данном индикаторе, который показывает FOMO, мы ушли из зоны паники. Мы даже проскочили зону неопределенности и находимся сейчас на уровне баланса. На истории видим, что мы совсем недолго были на уровне паники, а капитуляции так вообще не было. И сейчас уже несколько свечей подряд перешли в зону баланса и в зону неопределенности. Слишком мало мы находились в испуганном состоянии. Данный тезис подтверждает и вот этот график. Настроение пользователей Твиттера касательно биткоина. После достаточно продолжительного снижения, после того, как преобладал негатив, сейчас мувинг направлен вверх. Но, как мы видим, цена продолжает снижаться, однако позитив начинает преобладать. Это не очень хороший сигнал, когда на падении появляется позитив. Обычно такое наказывается, как мы видим на истории. Для хорошего и, так сказать, правильного разворота нужно, чтобы это происходило, как вот, например, летом. Цена уже пошла наверх, а настроения продолжали быть в негативе. Люди не верили в разворот. То есть цена уже показывает перехай, а настроение в негативе. У нас же сейчас наоборот. Цена продолжает лететь вниз, тренд нисходящий, но при этом при малейшем отскоке наверх позитив, по крайней мере у пользователей Твиттера. За последние сутки ликвидировано более 62 тысяч трейдеров, забрали у них 172 миллиона долларов. Почти 61% из них это лонгисты. Как показывает практика, это средний показатель ликвидации. И не мало, и не экстремально. Grayscale вчера закупили большое количество монет, сегодня все идет под распродажу. Монеты продаются, но продажи достаточно низкие. Минус 4, минус 7, минус 21. Вчера покупок было намного больше. В принципе, мы это видим и по балансу за 7 дней. Вот эти нижние монеты, которые недавно закупались, они по-прежнему в плюсе. Bitcoin Kit под номером 3 снова приобрел. Каждый день новая покупка. На этот раз плюс 241 биткоин. Но что касается всех альткоинов, в том числе и биткоина, вот так выглядит топ самых обсуждаемых криптомонет. Первое место биткоин, второе эфириум, третье хай. Вчера эту монету разбирали и смотрели на графике. Стоит отметить, что негатив сильно заметен на монете Луна. Если открывать ее график, давайте на дневках глянем. Но неудивительно, был хороший памп, сейчас летим вниз, и все кричат, что все пропало. Негатив здесь преобладает. Последний раз мы смотрели эту монету, находились вот здесь, это было, кстати, летом. Удачно мы здесь поймали разворот, прямо со дна, увидели заходной импульс, и пошло развитие роста. Первая цель была вот здесь на уровне 18 баксов, сюда и пришли, дальше мы не следили за этой монетой. Но справедливости ради стоит отметить, что если бы подтягивали трейлинг стоп, закрытие было бы не здесь, а намного выше. Ну давайте здесь уберем данный сценарий, данная структура отработала, все нормально. Давайте глянем на недельках. Что у нас сейчас вырисовывается на монете Terra Luna. Появляются новые уровни у нас. Ну сразу видно, на дневках находимся вблизи 200-ки скользящей средней, здесь может состояться остановка, разворот. При приближении здесь увеличение объемов. Это же у нас совпадает и с расчетной зоной для коррекции. Примерно эти же уровни у нас и намекают на крупную зону сопротивления. Здесь была большая проторговка. Так что вот с этих уровней большое скопление возможных сопротивлений, которые остановят падение, стоит рассмотреть вариант на хороший отскок и на лонг. Пока, естественно, наугад заходить здесь не стоит, стоит ждать еще немного пролететь вниз, и можно уже рассматривать лонги. Как уже сказал, на дневках скользящая средняя, здесь у нас нижняя грань расчетной зоны, плюс профиль объема видели, плюс здесь проторговка, также видим дивер на объемах, дивер на индикаторе. Осталось получить подтверждение данного разворота, пока его нет, но как только он случится, он очень серьезно повысит вероятность не на один отскок, а на продолжение движения наверх. Стандартный мой рисунок. Дожидаемся отскока, стоп за основание, летим наверх, подтягивая трейлинг стоп. Также стоит отметить, что сегодня у нас экспирация фьючерсов, последняя пятница января. Возможно, к вечеру у нас все-таки увеличится волатильность. При торговле нужно быть особенно осторожным. Ну а что на ценовом графике биткоина? Вчера я обратил внимание, что здесь у нас движение похоже на клин. После этого мы начали снижение, так и не пробили на часовике вот эту скользящую среднюю, опять ударились в нее, опять это слишком сильное сопротивление оказалось для цены биткоина. Но что у нас стоит отметить, вот здесь у нас неплохой такой уровень, который мы тестировали снизу вверх, как только пролетели на хорошем импульсе, сверху протестировали, еще раз 2 раза отбились, на уровне 35 650, неплохо так удерживают падение.
К тому же есть вот такая еще история. Трехволновые движения. Это говорит о том, что мы находимся в коррекции. Для меня сейчас более вероятно еще одну трехволновку вниз получить, возможно, еще с одним ложным пробитием этого уровня. Тем самым такую сформируем комбинацию из трех волновок. Что из торговых решений? На данный момент я буду внимательно смотреть на биткоин и по завершению вот этого коррекционного движения буду рассматривать лонги и, конечно же, прикуплю в лонг. Я не шарчу биткоин, а когда здесь столько факторов за лонг, ну, как бы нельзя это игнорировать. Да, можем прокатиться еще вниз, за это тоже есть факторы. Но для того, чтобы не засадиться в просадках, как те, кто торгует без стопов, стоп я влуплю за начало вот этого импульса. Так что здесь намечается неплохая точка входа в лонг на биткоине и возможный разворот, если не на глобальный отскок, то хотя бы на коррекционный. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях. Всем удачной торговли и счастливо!